Это следы преступления. Можно, но это будет бесполезно. Открываю это гнездо, потому что он вянет. Мои курочки сами кушают. Всегда. В любое время года. И все мы сейчас посмотрим. Приехала я в курятник. И смотрите. Сразу меня встречают яйца. Прямо на улице. Не влазит уже. Марс. Уже не влазит? Яйца не помещаются уже, да, Марс? Ой, и вкусные яйца какие. Я ни в коем случае не жалуюсь, потому что коты ловят мышей и крыс. Но ничего страшного. За те дни, пока я отсутствую в курятнике, немножечко они подъедают яиц. Ведро перевернули. Ну все, сразу начинаю работать. Пока снег не закрыл траву, нужно этим пользоваться. Хозяин молодец, бегает, всех заставляет кушать. И вот смотрите. Смотрите, что я нашла. Видите? Это следы преступления.
Сразу иду собирать яйца. И, как всегда, вижу их прямо здесь, возле двери. 2 индюшиных яйца. Индюшка облюбовала себе вот такое гнездо. Вы делаете всякие красивые, а индюшка несется на кирпичах. Я так понимаю, что она несется здесь на кирпичах, и они просто падают потом на песок. Так, иду в курятник, в первый вольер. Здесь у меня молодые курочки. Молодые курочки содержатся. И будем собирать яйца здесь. Так. Ой, как красиво сегодня. Молодец, смотрите. Маран. И еще одно маран. Наверное, только-только, потому что еще мокрое. И почему-то пошкрябанное такое. Лапами пошкрябать успела. Огромное, двухжелтковое. Надо проследить, какая курица это несет яйцо. Но проследить нереально, потому что я здесь на даче не живу, а приезжаю только покормить кур, напоить кур. Ну и, конечно же, собрать яйца. Поэтому с наблюдениями, кто несет, что несет, это проблема. Так, собираю. Многие мне написали, что по поводу котов, что они едят яйца, это плохо. Я понимаю, что это плохо, но я согласна. Главное, что у меня в курятнике... Ой, какая красота! Красивое какое яйцо, да? Прям аж красное. Самое главное, что у меня в курятнике нет мышей и крыс. Вот это страшнее всего. Я очень боюсь мышей, поэтому то, что у меня коты немножко кушают яйца, я с этим немножко смирюсь. Ну, сколько они там съедят? Ну, 10 штук съедят за 3-4 дня. Не, 4 не возьму. Ничего страшного. И нам хватит, и котам хватит. Зато у меня нет мышей и крыс. Ой, горячее. Горячее. Кто-то снес сюда. Вот пришла курочка, несется. То, что едят коты яйца, это, в принципе, вопрос времени. Потому что коты достать яйца с этих гнезд не могут. Они кушают яйца, которые куры несут в подстилку. А приучить всех кур нестись в гнезда, это просто вопрос времени. Ничего страшного. Научатся. Не все сразу. Так, и теперь ведро в сторонку. И нужно открыть вот это гнездо. Но прежде чем открыть, я хочу посмотреть, кто там. Есть кто-то? Тут нету. О, смотрите, лежит яйцо. Сейчас вам покажу. Смотрите, видите, лежит яйцо рядом с дыркой. Но вот такая ситуация, это не страшно. Когда придет следующая курочка нестись, она лапой задевает это яйцо, и оно падает все равно в эту дырочку. Там наклон есть,
это яйцо все равно упадет в дырку, когда придет следующая курица нестись. Поэтому вот такое, это не страшно. Так, кур в гнездах нет, поэтому я спокойно открываю это гнездо. Открываю. Ой, класс! Смотрите. Сейчас вам все покажу. Смотрите. Смотрите, сколько яиц снесли куры мои в это нижнее гнездо с дыркой. Помет, это я вам всегда говорю, это потому что куры ночуют в этих гнездах. Ну и смотрите, яйцо марана. То есть курица одно снесла сюда, а одно снесла сюда. Это, конечно, очень странно, потому что обычно куры привыкают нестись в одно какое-то определенное гнездо. Ну, судя по цвету яйца, это одна и та же курица снеслась. Красота, да? И уже видите, по сравнению с прошлым разом, здесь яиц уже больше. Поэтому, ну, может быть, несколько кур несутся в подстилку, и коты забирают эти яйца. Может быть, несколько штук. Ничего, со временем они пойдут в гнездо. Куры — это такие повторюхи, они все повторяют. Увидит, что какая-то курица полезла в гнездо. 3 цвета классных, да? Увидят, что курица полезла в гнездо, и тоже туда полезут. Ничего. Коты в курятнике должны быть обязательно. Иначе придут крысы, и тогда уже яиц вы точно не увидите. Так, здесь я собрала. Уже вот сколько у меня яиц. Сейчас это все убираю и продолжим дальше. Все, это гнездо можно закрыть. Оно чистое. Курица вышла с гнезда и хочет там заглядывать. Ну что, вот так вот, смотрите. Кстати, сейчас мы еще посмотрим это гнездо. А пока что посмотрим еще одно, которое вот здесь вот у меня металлическое. Может быть, кто-то уже сюда удосужился снести яйцо. Наконец-то. Хоть одно. Наконец-то. Тоже сейчас уберу и потом продолжим. Не хочу откладывать на потом, потому что у меня потом не будет времени на это. Все, гнездо закрываю. Все чистое. И меня часто спрашивают, почему я не показываю верхние гнезда. Вот сегодня я уже знаю, что в этом гнезде. И поэтому сегодня я покажу вам. Обычно, когда там ничего нет, я яйца не показываю. А сегодня мой любопытный нос уже туда смотрел. Смотрите, это яйцо, прикрученное саморезом. Оно прикручено, это искусственное резиновое яйцо для приманки кур нестись в эти гнезда. И видите, курицу уже оно заинтересовало. Это очень хорошо. Но это еще не поэтому, а потому что уже какие-то курочки вот сюда уже несутся. И сейчас я вам это покажу. Смотрите. Видите? Уже 3 яйца какая-то курица сюда снесла.
Ну, давай, сломай, сломай. Вот, видите? И меня часто спрашивают, почему я не показываю эти гнезда. Не показывала, потому что там яиц не было. Ну, понятно, что гнезд очень много. Это очень большое количество гнезд для такого количества кур, как у меня. Поэтому это все нормально, если в какие-то гнезда куры не несутся. Это просто потому, что их очень-очень много у меня. Это очень большое количество гнезд для такого количества кур. Но, вы знаете, вот меня натолкнула на мысль, вот эти 3 яйца натолкнули меня на мысль, что а не положить ли мне сюда солому и приучить кур нестись еще в эти 2 гнезда. И вот у меня такая идея. Сейчас я соберу все яйца и сюда в 2 гнезда положу солому. А в это гнездо, в которое уже несется какая-то курочка, солому класть не буду. И, по-моему, я вам не сказала, это я собираю яйца за 3 дня. Меня в курятнике не было 3 дня. Вот такое количество уже у нас есть. Это от моих молодых кур, которые содержатся в первом вольере. Ну и сейчас идем во второй вольер, где у меня живут взрослые разного возраста курочки, старенькие. Заходим во второй вольер. Здесь у меня живут старые куры, разновозрастные. Получается, здесь, ну, где-то приблизительно самой старой курочке где-то 4 года. И в последующие года, с каждого года оставались у меня по несколько самых-самых любимых курочек. И вот так вот у меня сформировалось такое стадо из разновозрастных кур. И сейчас будем смотреть, что нам снесли мои красавицы, старушки. О, смотрите, смотрите, я еще сюда, кстати, не заглядывала, показываю вам. 2 яйца марана, курочка марана, смотрите, пошла нестись уже в это гнездо. Вот она, моя красавица, сидит. Если помните, она раньше несла в это металлическое гнездо, то почему-то она сейчас снеслась в это. Ну, меня, в принципе, это устраивает. Мне даже больше нравится, чтобы она неслась сюда. И, кстати, если она начнет нестись в это гнездо, то уже вот это металлическое я смогу отсюда убрать. Я его держала, это гнездо, только ради курочки марана, потому что она любительница была этого гнезда. А тут у нас, можете себе представить, а тут у нас сидит квочка. Вот эта курочка, квочка. Буду собирать. Крупные. И, кстати, в этом вольере старые курочки тоже любительницы. Есть 1 или 2 курочки, которые любят нестись вот туда в угол. Но я так думаю, что сюда мои кошки не доходят. Этот вольер находится посередине, и сюда мои кошки не доходят. И эти яйца мои курочки сами кушают. О, какие красивые. Красивые какие. Ну вот смотрите, можно сравнить
Аккуратно. Можете сравнить цвет яйца марана. Цвет яйца марана, именно насыщенность цвета зависит от курочки, которая у вас содержится. И еще одно яйцо. И все. В этом гнезде все собрала. Ну и если вы просите, я, конечно, это гнездо открою, вам покажу. Здесь яиц нет. И куры не спят в этих гнездах. Им достаточно гнезд, которые находятся поближе ярусом к ним. И сейчас я посмотрю в металлическом гнезде. А тут кто-то сидит. А тут сидит вот кто. Вот кто тут сидит. Красотка. Я тихонько посмотрю, есть ли тут яйца. Так. Тут одно яйцо. Тут одно яйцо, и голубых яиц почему-то здесь нет. На улице сильный ветер. Что, Петя, спрятался? А теперь идем в третий вольер смотреть. В третьем вольере мне больше всего интересно посмотреть, потому что тут у нас новое гнездо стоит. Здесь стоит специальное гнездо, которое делали для индюшек. А я вижу там уже яйцо кур. И вижу на полу яйцо индюшки. Это уже будет третье яйцо. Третье. Индюшиное третье яйцо. Так, а что тут у нас? Ой-ой-ой-ой. Значит, смотрите, вот такое состояние сейчас гнезда. Солому всю, видите, всю солому они запхали в это место, куда должны скатываться яйца. Но мы же приучаем кур. Мы же приучаем кур нестись в это гнездо. Поэтому это еще допустимо. Вы знаете, что я так приучаю кур. Кто давно смотрит мои видео, знают. Я сначала в такие гнезда кладу солому, а потом постепенно куры привыкают. И я убираю солому, и они продолжают нестись в такое гнездо. Значит, вот в таком случае, если там уже закрыто соломой, это место, куда должно скатиться яйцо, и мы сейчас посмотрим, что у нас в яйцесборнике. Меня же не было здесь 3 дня. И что здесь происходило в этом гнезде, мы сейчас увидим. Отодвину. И все мы сейчас посмотрим. Солома. Солома, это все нормально. Ведро чуть-чуть в сторонку. И теперь вот. И теперь вот смотрите. Одно яйцо даже клюнуть успели. Так. И 4 яйца более или менее целые. Вроде бы целые. Так, ну и естественно, почему яйцо было надклюнутое? Потому что, естественно, оно скатиться не смогло, на соломе задержалось, и курица успела его клюнуть. Так как я
хочу приучить к этому гнезду нестись индюшек, я кое-что придумала. Придется все-таки полностью заполнить это гнездо соломой и дождаться, когда индюшка снесет яйцо именно сюда, в солому. По-другому приучить индюшку не получится. Соберу все яйца, отнесу домой и приду кое-что здесь делать. А теперь иду проверять яйца у шелковых. Здесь вот такие две курочки шелковые. И вот такая обычная курочка у меня. Она помесная с амерауканом. Но несет она кремовое яйцо. И сейчас посмотрим, что у нас с шелковыми яйцами. О, ну вот это уже другое дело. А где же яйца были в прошлый раз? А в этот раз уже 3 яйца, правда, грязные. Грязные немножко. Ну, это не страшно. Почти полное ведро, а ведро большое. Ну вот вам покажу. Это яйца от моих кур всех за 3 дня. Все отношу, складываю в лотки. А кое-какие нужно даже помыть.
Это я только что дала яблоки. Да, не удивляйтесь. Это натертые яблоки. Это именно то, что очень любят индюки. Это, скорее всего, я стараюсь для индюков. Я хочу, чтобы в мое отсутствие в курятнике у индюков был что-то такое по типу сочного корма, которые они очень любят. Индюкам, конечно, лучше бы зеленую траву, но, к сожалению, накосить ее сейчас уже нету возможности. Поэтому, смотрите, на домашнем комбайне, обычном домашнем комбайне я натираю на крупной терке. И с удовольствием. Вот делаю это, скорее всего, ради индюков. Но куры, смотрите, тоже хорошо и кушают яблоки. Кстати, вот потемнели яблоки, это значит большое содержание железа. И я уверена, что в этих яблоках есть большое количество витаминов, то, что нам надо для роста, для развития и для яйценоскости. И то, что это курочки очень хорошо кушают, это тоже очень хорошо. Это яблоки, которые я собрала под деревьями, которые не кондиция. И очень удобно натирать на кухонном комбайне овощерезка крупной решетки. Это все делается за пару минут. И я уверена, клюет меня за палец. И я уверена, что это все скушают до грамма. Ой, смотрите, только что, наверное, у какой-то курочки выпало горячее. Вот такое может быть, это только у курочек молодок, молодых курочек, которые еще не приучены. Но это все дело времени, я не переживаю об этом. Это не страшно, это все дело времени. Научатся и будут нестись в гнезда. Прямо в прямом эфире снесла курица яйцо. Пока я вам рассказывала про яблоки, и тут же просто горяченное яйцо. Я тебе не дам. Хотела еще вам показать. Я еще, смотрите, что натерла. Натерла на этой же овощерезке мелкую-мелкую морковку, которую на обычную крупную терку ручную натереть очень трудно. Возможно, но это будет очень долго, очень нудно на крупную ручную терку тереть. А на комбайне это сделать просто одно удовольствие. И у меня практически вся мелкая морковка уже вся съедена курочками. В морковке тоже очень много витаминов. Сейчас нужно курочке дать большое количество витаминов. Потому что осенью очень много всяких заболеваний. Все болезни курочек от недостатка витаминов. Это иммунитет, это способность преодолеть любой вирус. Особенно это межсезонье, переход с лета на осень и с осени на зиму. Нам нужно помочь курочке преодолеть этот переход. Это у нас ночное похолодание, днем тепло и уже начало заморозков.
Поэтому сейчас максимально я даю своим курочкам витамины. Витамины в качестве морковки, в качестве яблок. И один раз в неделю еселен. Арбуз даю только ради семечек. Семечки — это профилактика глистов. Меня, кстати, спрашивали, когда я буду пропаивать птицу от глистов. Меня спрашивали. Обязательно перед зимой я должна пропоить от глистов. Я это всегда делаю каждый год. Но в такую погоду, когда идут дожди, это делать ни в коем случае нельзя. Вернее сказать, можно, но это будет бесполезно. Потому что вокруг есть лужи, и куры вместо препарата от глистов будут пить из луж. Поэтому пока не подсохнет вольер, поить кур от глистов бесполезно. Как только прекратятся дожди и подсохнет вольер, я обязательно буду делать пропойку от глистов всем курочкам. Обычно я даю какой-то один из овощей вид, или морковку, или капусту, или буряк. Но сегодня получилось, что я дала и морковку, и буряк. Смотрите. И знаю, специально я дала сначала морковку, потому что они ее не с большой охотой едят, а потом дала буряк. И они уже морковку поели. Но так получилось, что у меня 2 ящика есть мелкого-мелкого буряка. И вы знаете, он начал вять. И поэтому я решила его тоже сегодня дать, потому что он вянет. И чтобы он не пропал просто. Поэтому получилось сегодня у меня и морковка, и буряк. Я всегда рассказываю, что у моих кур всегда в свободном доступе есть зерносмесь.
Она всегда находится у них в бункерных кормушках, и когда хотят, они могут прийти и покушать. Корм я своим курочкам не дозирую. Норм никаких нет. И для того, чтобы курица хорошо неслась, ей обязательно вместе с зерносмесью я даю овощи. И тогда у нас сбалансированное получается питание. Зерносмесь и овощи. И обязательно перед своим отъездом я оставляю курочкам овощи на те дни, когда меня здесь не будет. Мои куры очень любят буряк. Хозяин стоит, ждет. И поэтому я их сегодня обхитрила. Я им сначала дала морковку, натерла мелкую. Они ее хорошо поели, а потом принесла им буряк. Пришла добавить кормовую ракушку для лучшего формирования яйца. Быстрого формирования яйца. Строительный материал. Вот вижу, что уже заканчивается, и обязательно сразу насыпаю добавку. Насыпаю добавку сразу. Кормовая ракушка в курятнике должна быть всегда, в любое время года. Я в своих видео показываю все, что делаю в курятнике. И вот сейчас я принесла солому для того, чтобы застелить в эти два гнезда. Я вам говорила, что я хочу приучить кур все-таки нестись еще сюда. Хотя меня устраивает то, что они несутся в нижние гнезда. И вот так вот я застелю сейчас их здесь, эту солому. И у меня будет надежда, что те куры, которые несут яйца в подстилку, они понесут сюда их. Они хотят, чтобы у них была солома в гнезде. Пожалуйста. И вот так вот я, смотрите, выделю это гнездо и выделю это резиновое яйцо. Вот. Видите, уже сразу курица пошла, и мы уже теперь будем знать, кто несет яйцо в это гнездо. Вот. Вот. Видите? Только положила я солому, но в это гнездо какие-то курочки, может быть, две курочки разные, потому что яйца эти 3 штуки были, они были разные. Какие-то 2 курочки несутся в это гнездо. И вот прямо при вас я только постелила туда солому, и сразу пошли куры в эти гнезда. И даже в одном гнезде, в этом, там возле этого резинового яйца, эта дырка в гнезде,
она даже будет работать. Какие-то яйца даже упадут в яйцесборник. На тебе еще, на. Вот. И эта курочка уже сейчас снесет сюда яйцо прямо при вас, прямо сейчас. Все, что я делаю, я показываю, и вы сразу это все увидели. Прямо в прямом эфире. Вот, видите? И, возможно, эти как раз две курицы, которые неслись в подстилку. То есть, таким образом мы сокращаем яйца, которые едят коты. Количество яиц, которые съедены котами, мы будем потихонечку сокращать. Таким образом, приучать этих кур нестись в гнезда. И вот таким образом у нас в гнездах появляется солома. Куры вьют гнезда, прямо сидя в гнезде. Ну давай, неси яйцо. Вот так она даже немного отодвинет солому, не страшно, яйцо упадет в дырку. Вот такие они обезьяны. Я говорила, что они повторюхи. Уже третья идет. И вот это большое индюшиное гнездо, как вы догадались, я кое-что придумала. Для начала в этом гнезде я хочу сделать вот такой вот бордюр. То есть хочу ограничить это гнездо для того, чтобы курочке хотелось туда зайти и спрятаться. И понадобится мне вот такая вот планка. И хочу вас сейчас научить, может быть, кто-то знает такой секрет. Если планка впритык к нашему размеру, и стенка это тоненькая фанера, то есть саморезом сюда вкручивать некуда, а вот я вас сейчас научу, что нужно сделать. К этой планке нужно прикрутить два бруска, любых два бруска. Нужно поставить вот эту планку вот так вот. А брусок, как вы понимаете, он прикручен. Вот. И теперь, чтобы эту планку прикрутить, мы прикручиваем сбоку в этот брусок. И таким образом мы прикручиваем эту планочку к вот такой тоненькой стеночке. То есть мы прикручиваем к вот этому бруску, притягиваем сбоку. Чего ты? Я гнездо тебе делаю. Не ругайся. Все. И теперь эта планочка у нас надежно прикручена твердо, потому что индюшка может лапами здесь стать, курица должна стать. И теперь задвинула. Все, оно стоит на месте. Обязательно шторы, обязательно. И теперь я делаю здесь гнездо, самое обыкновенное гнездо.
хочет снестись за дверью. А теперь самое главное. Это пластиковые яйца. Куры-повторюхи. Они будут нестись. А кто-то ж снесся сюда, и я снесу. Это вся суть курицы. Это вот такие вот игрушки. Одна резиновая, другая пластиковая. Все. И одну шторку я оставляю открытой, а вторую опускаю. Все. Гнездо готово. Сюда будут, конечно, нестись и куры. Ну и если сюда начнет нестись индюшка, я буду тоже очень рада.
Перед самым отъездом, помните, здесь сидела курочка. И вот ее яйцо. Вот, тепленькое. Забираю еще одну. Твое? Молодец. Не успела я уехать, а там сейчас уже будет яйцо. Это ливенская ситцевая. Огромная курица. Я уже очень опаздываю, но не могу вам этого не показать. Просто не могу. Я вам показала вот только-только 5 минут назад. Думаю, посмотрю яйца. Нету яиц. Посмотрю яйца. Нету яиц. Но резиновая же есть здесь. А потом думаю, открою. И посмотрю, сколько соломы сюда просочилась. А сюда яйца просочились даже. Посмотрите, чистенькие, горячие. И уже есть яйца в этих гнездах. В этом курятнике яйца появляются со скоростью звука. Так, эту солому я опять сюда кладу. Надеюсь, что к моему следующему приезду в подстилке яиц не будет, а будут все в этих гнездах. А третье гнездо остается с дыркой, такое, как оно было. Сюда какие-то курочки 3 яйца снесли, поэтому они сюда придут опять снести. Поэтому сюда я солому не накладывала. Пусть оно работает так, как есть. Как видите, лавочка переехала в этот вольер. Для того, чтобы индюки сидели на лавочке, а не на песочнике. И для того, чтобы они постепенно привыкали к этому большому вольеру. Потому что ближе к зиме третий вольер будет для них закрыт.
Яблоню в курятнике постепенно выпрямляю. Смотрите, прошел сильный ливень. И теперь опять я переставляю эту палку, больше выпрямляю и подтягиваю. Конечно, сразу сделать это нельзя, но постепенно я выпрямлю. Смотрите, она уже практически почти что ровная. Это очень-очень вкусное и огромное яблоко. Название я не знаю. Растет эта яблоня у меня в курятнике. Я летом показывала. Осенью показывала, как я собирала урожай этой яблони. И так как у меня калитка открывалась в другую сторону, мы вынуждены были ее немножечко нагнуть. А теперь калитку переделали, переставили, и теперь я могу ее выпрямить. Особенно это хорошо делать, когда прошли проливные дожди, и грунт, земля очень мокрая. И корни немножечко можно выпрямить. И вот яблоня у меня теперь практически почти что ровная.